Сегодня, я действительно очень рад быть с вами вместе. И как только я проснулся сегодня утром, и посмотрите, какую картинку я получил. Вы видите, какое небо? Это розовое небо, розового цвета, такого цвета, как огонь, как костер. Что такое костер? Что такое огонь? Это энергия. И я бы хотела, чтобы эта энергия дошла до каждого дома в этом мире. И для меня это действительно является честью быть сейчас с вами, быть сейчас на связи со всем миром. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Драгос Станчу. Я являюсь представителем президентского совета, президентом по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, а также я сертифицированный тренер, мастер-профи и ведущий гений финансов, член Ассоциации Генералы мира за мир и лидер компании в Италии. Также я предприниматель, спикер и профессиональный инвестор. И я еще раз хотела бы передать привет всем вам, всем, кто сегодня с нами. Перевода нет? Меня слышно? Перевод есть? Все хорошо. Я бы хотела, чтобы был очень четкий перевод, потому что сегодняшняя лекция очень и очень важная. Поэтому я очень надеюсь на вас, переводчики. Итак, теперь мы можем перейти к следующему слайду. Во-первых, я бы хотел понять, ваше осознание от вчерашнего дня, от вчерашнего нашей сессии. То есть вот эти первые шаги, они действительно очень важны для каждого из нас. И я бы хотел, чтобы хотя бы 3 человека смогли бы поделиться своими впечатлениями, свои эмоции, то есть все, что они прочувствовали вчера. То есть я ищу 3 желающих, которые хотят высказаться. Так, друзья, можно, да? Так, есть здесь люди? Угу. Вы можете представиться, пожалуйста. Да, меня Александр зовут, Макаров. Подождите, не спешите, сейчас мне нужно еще переключиться на итальянскую. Угу, давайте. Минутку. Начинаем. Да, меня зовут Александр Макаров, я из города Липецк. Провожу также онлайн-встречи для нашей группы
компании NEMI презентации. Compagnie de las presentaciones de la nueva evolución económica del mundo. Лично для меня она была откровением. Вот в моменты приглашения людей, когда ты задаешь квалификационный вопрос и переворотный вопрос, я все-таки осознал для себя, что вот в какой-то момент, пока я делал этот бизнес, вот что я делал именно конкретно неправильно. Потому что именно проработав еще раз, вот сегодня была у нас встреча с нашими партнерами, еще раз проработав этот момент именно уже с партнерами, и когда они дали обратную связь, конечно же, новые осознания открылись, и понимание того, что не так ты делал, какой-то вот буквально один маленький вот ключика не хватало, и вот этот ключ и пазл, да, он собрался. И на самом деле, плюс еще, именно когда осознание пришло, что все-таки духовно-мыслительный процесс, он более важен здесь, чем сами последствия 20% тех действий. То есть, когда мы настраиваем себя на успех, когда мы с благодарностью просыпаемся уже утром, благодарим всю Вселенную, все проявления жизни, и вот с этим настроем начинаем звонить людям, начинаем их приглашать, то они чувствуют от нас эту энергию и присоединяются к нам. Плюс еще такой момент сработал, то, что у нас вот такой эгрегор новый, такой просветленный работает, люди сами начали звонить и присоединяться. То есть работа идет в соцсети активная, и они сами тебе уже звонят и видят, что что-то там новое, какое-то движение происходит, новое событие, что там у них, мы хотим это узнать, друзья. И поэтому результат уже даже партнеры уже сначала уже присоединились. Поэтому я просто счастлив и рад. Угу. То есть, как я понял, насколько важно это психоэмоциональное состояние, да? И также твоя мотивация. Конечно. Таким образом, ты взаимодействуешь с людьми, но не только с людьми, но и с самим собой. Конечно. И поэтому этот путь, который мы начинаем, который мы уже начали, это механизм позитива, который притягивает энергию и который позволит вам реализовать то, что вы, скажем так, внесли в вашу таблицу желаний, ваш коллаж. Конечно, конечно. А что бы ты посоветовал своим партнерам, чтобы улучшить их личную ситуацию? Друзья, я вам советую объединиться. Вот вы сейчас в командах находитесь, и вот проявлять активность, друзья, в этой команде, для того, чтобы вы могли максимально быть полезными друг другу и заряжать вот этой энергией. И, конечно же, руку помощи подставлять, да, и плечо друг другу, чтобы мы могли двигаться вместе к реализации каждого, лично своей мечты. И, соответственно, тогда мы сможем помочь уже большому количеству людей реализовать то, что они уже хотят. Будьте вместе, и мы будем достигать результатов быстрее. Благодарю вас, друзья. Спасибо. Отлично, шикарный совет. Именно о том, что нужно передать нашу энергию и работать вместе в группе слаженно. Это лучшая система, которую можно использовать внутри марафона. И если все мы будем сконцентрированы в этом мире в один и тот же момент и сможем создать эту энергию со Вселенной, то есть мы сможем реализовать все то, что мы написали в нашей таблице, в нашем коллаже, вы можете только представить, что вся наша компания, которая отправляет эту энергию во Вселенную, насколько это мощно. Таким образом, процесс будет очень сложный, но на самом деле это идеальный процесс, чтобы реализовать и наши идеи, и наши мечты, и воплотить наши мечты. Это действительно очень важно. Это фундаментальный момент.
Спасибо большое за ваш ответ. Здоровья, передаю Сейчас привет бы, всему миру. Спасибо, друзья. сейчас бы я хотела послушать человека с другого континента, который говорит на другом языке, чтобы у него было другое мышление, то есть другой менталитет. Вот такой бы я сейчас хотела послушать. Давайте, ребята, А я хотите с Латвии, можно? почувствовать вашу энергию? Сейчас уточню. Драгушчик, да, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Алло, привет всем. Меня зовут Лаурис, я надеюсь, меня видно. Драгуш смеется. Ну, почему-то я не слышу Драгуша. Драгуш, ты меня слышишь? Так, почему Да, я не я вас отлично слышу. слышу? Я Значит, сейчас дома, поэтому я вас слышу. хорошо, прекрасно. Я хотел бы поделиться своим осознанием именно в том плане, что раньше у меня, наверное, был тоже проблемы, потому что все сегодня настолько насыщены всякими пирамидами, скамами и задают эти вопросы. Иногда казалось настолько сложно им объяснить, что мы не делаем то же самое, только потому что мы не знали, мы не уверены были в себе. И что очень главное, это, наверное, изучать больше о миссии компании, потому что это самое главное, что мы можем вообще поменять, и никто это не может дать. Да, я понял. А что касательно вчерашнего задания, вчерашнего нашего занятия, что вы оттуда вынесли, какой урок для себя? Не бояться и делать каждый раз, задавать вопросы. И на те вопросы, которые мы не знаем ответы, не бояться искать, и потом опять же возвращаться к этим же людям и давать им уже правильный ответ. Потому что когда мы первый раз что-то не сделали, и в основном люди боятся сделать это второй шаг, третий, четвертый. А ты что лично сделал для того, чтобы как бы преодолеть эти трудности? Просто начал делать. Просто делал один раз, спотыкался, потом второй раз и изучал. А как ты считаешь, важно ли все-таки начать составлять список контактов, а затем приглашать их людей на рандеву? Вот, это вообще самое главное. Конечно, без первых поставляющих ты не можешь начать про что-то разговаривать, например, про ту же самую миссию компании. Конечно, ты должен составить список, ты должен помедитировать, да, перед тем, войти в хорошее состояние себя с позитивом, и только тогда человек, потому что человек слышит эмоции и твою энергию. Это самое главное вообще. А уже остальное уже идет по накатанной. И еще один личный вопрос. А сколько человек в твоем списке контактов? В моем списке контактов сегодня получается 485. Я еще их не все переписал. Я надеюсь, что она в твоем кармане всегда, этот список, и ты будешь в него добавлять людей каждый день, как мы и говорили. Именно так, Драгуш. Есть ли у тебя какой-то еще совет, который бы ты хотел поделиться с нашими партнерами? Я хотел поделиться, что просто идти вперед, с самого утра послушать хорошую музыку,
Кто, может быть, любит танцевать, потанцевать, кто любит покричать, покричать, кто-то, может быть, у кого-то хорошая погода, просто пойти погулять, даже не слушая музыку, а послушать себя, свои мысли и поставить себя в такой настрой. И тогда ты приходишь, ты заряжаешься, и ты готов это делать. И самое главное, что ты это делаешь так спокойно, и люди тебя просто жаждут слышать, потому что они слышат вот эти вот вибрации, эту энергию. И, там люди просто потом уже сами задают вопросы, что ты делаешь? Ты просто издаешь такую хорошую ауру, ты издаешь такую хорошую энергию. И потом мне, кстати, вчера вечером написали двое, потом мы с ними чуть-чуть поговорили, они сказали: слушай, Лаурис, нам надо встретиться. Отлично. Спасибо большое, Лаурис, за твой ответ. Спасибо тебе, Грагуш. Всем хорошего. Сегодня я бы хотела услышать кого-нибудь, кто говорит на английском, из англоговорящей аудитории, либо испаноговорящей. Есть ли желающие? Я бы хотела услышать человека, который действительно хотел бы поделиться своими эмоциями по поводу вчерашнего нашего занятия, потому что вчерашнее занятие было просто супер важное, потому что это первые шаги, которые приведут вас к успеху. Пожалуйста, давайте, поднимайте руки, поделитесь вашим опытом, вашими впечатлениями, потому что весь мир должен узнать об этом. Из Италии, может, кто-то хочет? Здравствуйте, тут уже кто-то на связи с нами. Пожалуйста, представьтесь. Расскажите о себе. Меня зовут Пол Шмах, я из Голландии. И вот что касается вчерашней сессии, мы провели Zoom-встречу в своей группе. У нас 4 человека. Мы попрактиковали телефонные звонки. Моей большой трудностью заключалась в том, что я боялся неудачи. Но я преодолел себя и начал из телефонной книжки звонить случайным людям. И чем больше я звонил, тем лучше я становился. И у меня были регистрации вчера, состоялись благодаря этому. То есть я уже начинаю понимать, как это работает. Отлично, замечательно. А какой бы совет вы могли бы дать нашим партнерам, чтобы преодолеть все трудности? Что им нужно для этого делать? Поделись, пожалуйста, своим ключом к успеху. Просто возьмите телефонную книгу, выберите случайные номера и начинайте звонить. И не бойтесь неудач. Если потерпели одну неудачу, ничего плохого не случилось. Просто берите следующий номер и продолжайте пробовать, пока вы не достигнете успеха. Вот мой ключ к успеху, вот во что я верю. Я считаю, что это очень ценный совет, потому что я могу сказать, основываясь на моем опыте, я очень скромный человек, и мне было страшно поначалу начинать разговор с людьми. Но когда мы тренируемся каждый день, когда мы каждый день звоним, мы только можем таким образом преодолеть себя, преодолеть этот барьер. И я действительно подтверждаю, что твой совет очень ценный. Плюс, чем больше мы тренируемся, чем больше мы звоним, созваниваемся с людьми, тем больше растет количество людей в нашей сети, и тем лучше будет наш результат. Спасибо большое. Может быть, есть кто-то еще из Испании или испаноговорящие, итальянцы, где вы? Давайте, я хочу услышать вас всех.
Ну что, есть желающие? Что вы делаете в Италии? Вы там что, заснули? А вот у нас и А первый как итальянец. Итак, пока он подключается, включаем микрофон. Добрый день всем. Как меня слышно? Отлично. Пожалуйста, представься, какой у тебя ранг. Меня зовут Маурицио Фаби, и я из Фрозинона. Я являюсь лидер-менеджером компании. Что касается моего опыта, это как бы единственный опыт, потому что список контактов, я бы назвала его нашим бензином, потому что бензин заставляет двигаться машину. То есть, чтобы машина поехала, нам нужен бензин. То же самое я бы это применил к нашей компании. Нам необходима какая-то подпитка. А что касается... То есть для чего нам нужен все-таки этот список контактов? Он необходим, чтобы идти вперед, потому что без него мы, к сожалению, не дойдем до нашего результата. А что же ты думаешь, Маурицио, по поводу переворотного и квалификационного вопроса? Что же я думаю? Я уже много лет занимаюсь сетевым бизнесом. Это просто необходимо, эти два вопроса. Потому что в нашей компании это важнейший момент, это список контактов, это образование. То есть это два важных элемента, которые необходимы для нашего успеха. Как ты считаешь, Маурицио, важно ли получить ответ «да» во время приглашения на рандеву? Маурицио говорит, конечно, потому что без «да» мы не сможем идти вперед. Маурицио, а как ты думаешь, что ты можешь посоветовать нашим партнерам, чтобы перешагнуть этот барьер и получить этот ответ «да»? Давай, скажи нам лучше свой совет для наших партнеров. Ну, Маурисио считает, что, во-первых, нужно учиться, нужно понять, что такое компания, что за миссию она несет. Нужно быть очень уверенным в себе человеком, потому что как только ты узнаешь, что такое хорошо о продукте, тебя никто не сможет остановить. Очень часто слова ничего не значат, но люди смотрят также твое поведение, смотрят на твое кредо. Потому что кредо также является очень важным элементом в нашем как бы успехе. И когда люди увидят, что ты уверенный человек, они всегда готовы за тобой идти. Спасибо большое, Мауритио, спасибо за твой совет. И единственное, что бы я хотела добавить, помимо кредо, еще два важных слова, которые я считаю действительно очень важными. Это быть очень точными и также упорными, чтобы добиться того, чтобы мы могли достигнуть успеха и реализовать все наши мечты. Спасибо большое, Маурицио. Я вижу, что писала также Лидия, но у нас осталось очень мало времени. Я хотела бы вас всех послушать. Давайте чуть-чуть послушаем Лидию и перейдем к следующим слайдам. Лидия, ты можешь подключиться?
Я понимаю, что я вижу вас очень много. Мне бы всех вас хотелось послушать, но у нас, к сожалению, лимит по времени. А вот и Лидия. Итак, я бы хотела представить. Меня зовут Лидия Абруцезе. Я вице-президент компании. И я бы хотела хотела немножко о проблемах. Я бы хотела сказать немножко о компании, что такое для меня был, как я открыла для себя этот ключ к успеху. Для меня и моего мужа попасть в NEMI, это была действительно фантастическая вещь. Мы познакомились с проектом в 2017 году, и для нас это был тяжелый период в жизни, потому что мы находились в очень сложной финансовой ситуации, и мы потеряли очень много денег. И сейчас я понимаю, что мы не могли найти какое-то решение этой проблемы. И когда нас попросили написать это письмо самому себе, я помню, что тогда в то время я также написала такое письмо. И я теперь ее перечитала, я вспомнила, нашла это письмо, перечитала, и действительно у меня выступили слезы, потому что я мечтала быть менеджером, а я сейчас уже вице-президент. Также я мечтала, я хотела закрыть все свои проблемы финансовые, и теперь они все у меня решены. Поэтому я хотела бы сказать, что за эти 3 года я действительно применила на практике все советы, которые мне были даны. И как сказал Драгош вначале, вот эта вот уверенность, верить во все то, что происходит, все, что ты желаешь, это действительно невероятно. Что касается совета, он очень простой. Всегда применять на практике наши советы, не бояться, потому что наша философия — это не финансы, это делать добро во всем мире. И когда мы сможем понять этого и увидеть, что люди, которые перед нами, и они также это понимают, людям необходима помощь. И таким образом мы можем достигнуть вместе многого. Лидия, спасибо большое за твой совет. И ты действительно добавила нам большей ценности того, что мы сейчас делаем. И очень важно осознавать то, что мы сейчас творим, и иметь представление о потенциале нашего бизнеса. Лидия также хотела поблагодарить всех людей, которые мне помогли. Я познакомилась с ним благодаря Пауле, которая является моим спонсором, Джованни де Роза. Действительно, я получила от этих людей невероятную помощь. Они находились со мной 24 часа в сутки, а также Мануэль Барони, Драгос. Они всегда были готовы помочь. Спасибо вам от всего сердца.
Спасибо тебе, Лидия, спасибо. Спасибо за твою благодарность. Я еще раз повторюсь, что я бы дал возможность высказаться всем, но мы должны идти дальше, потому что наша программа очень важная, и нам пора уже начать работать. Переходим к следующему слайду. Итак, сейчас пришел момент. Итак, пришел момент активировать все клетки нашего организма и заставить кровь бежать по нашему телу. Я одно время назад прошел один курс психофизической подготовки. И если мы действительно хотим реализовать все то, что мы представили на нашем коллаже, то мы должны быть сильные как на ментальном уровне, но также увеличивать поток нашей энергии. И для этого нам необходимо прогуляться, сделать какое-то упражнение. Лаурис до этого нам посоветовал послушать музыку. Я также это делаю, когда еду за рулем, включаю музыку на всю катушку, и в этот момент я бы хотел, чтобы все вы, нигде бы вы сейчас не находились, начали двигаться. То есть эти действия вам помогут активировать это движение. И если мы сейчас все будем двигаться, мы увеличим уровень нашей энергии. И потом следующий шаг, когда мы закроем глаза, мы представим наш коллаж желаний, и таким образом сможем активировать все, что мы хотим. И это будет в 100 раз сильнее, если бы мы это делали, например, лежа на диване. И обязательно мы думаем о нашем коллаже, и он должен быть перед нами, а не в шкафу. Поэтому я вас приглашаю сделать физическую прокачку все вместе. Давайте заставим бежать нашу кровь и наполнимся силой. Ну как, вам видно меня? Ну что, как, готовы? Давайте, 1, 2, 3. Давайте. Начинаем. Четырнадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну что, как вы себя чувствуете? Как энергия пошла? Если вы находитесь в таком месте, где можно покричать, давайте еще и покричим. И еще одна важная вещь. Давайте перейдем к следующему слайду. Видите, что здесь внутри, что в стакане? Здесь внутри вода. Вода равно энергия. Потому что наше тело состоит из воды. Мы работаем благодаря воде. И она нас очищает. Обязательно выпейте большой стакан воды. И он позволит вам
получить равновесие, не только физическое, но и психологическое. И если вы сейчас закроете глаза и попробуйте визуализировать ваш коллаж, вы сможете войти прямо внутрь данного коллажа. И любую фотографию, которую вы поместили на коллаже, виллу, машина, не знаю, ваш отпуск, одежда какая-то, либо дорогущие часы, попробуйте представить, что вы дотрагиваетесь до этих вещей руками, и вы попробуйте даже почувствовать запах этих вещей, прямо прочувствовать. Таким образом, вы привлекаете эти ситуации в вашу жизнь. Я, например, обожаю Lamborghini. Вы знаете, что я сделал, чтобы увеличить мое осознание? Я пошел там, где продаются в Lamborghini, в салон, вошел в этот салон. Я как раз был одет очень хорошо, потому что у меня до этого была встреча с клиентом. Они очень хорошо меня приняли, очень вежливо, и я у них попросил протестировать машину моей мечты. И каждый раз, когда я закрываю глаза, я сижу внутри машины, я чувствую запах кожи, салона, я чувствую прикосновение к рулю. Действительно, у меня это получается максимально визуализировать. Я что хочу вам сказать, что эта машина уже моя. Вы также должны действовать. То есть это обязательно физическая какая-то подготовка, стакан воды, и привлекать то, что вы хотите, то, что вы желаете. На следующем слайде мы должны благодарить людей, которых мы любим, поздороваться со всеми новыми людьми, передать им всем привет. И также очень важный компонент — это прощение, попросить прощения. Потому что мы не идеальны, и всегда случается так, что человек ошибается. Поэтому попросить прощения, таким образом вы сможете освободиться, обрести свободу. И это поможет увеличить энергию нашего статуса. Благодарите всех людей, которых любите. А также разделите эту энергию. Разделите ее абсолютно со всеми, и особенно с Вселенной. А сейчас на следующем слайде вы можете увидеть человека с огромной мощью энергии. Это один из наших лидеров мирового уровня. Эндрю Хокс. Это действительно один из наших столпов таких нашей компании. И сегодня его Спасибо, лекция действительно увеличит ваш багаж знаний. Поэтому я вас прошу, записывайте все, что он говорит. Его лекция очень важная. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Драгош. Действительно, доброе утро, добрый день, добрый вечер, где бы вы ни были.
Поставьте плюсик, если вы с нетерпением ждете, что будет следующее. Если вам нравится участвовать в нашем марафоне 260. Так, я вижу в русском плюсике, в английском плюсике. Отлично. Дамы и господа. Итак, мы немного тут выбились из графика. Надеюсь, вы очень быстро умеете записывать, поскольку мы будем весьма быстро вам говорить. Итак, меня зовут Эндрю Хокс. Я являюсь представителем президентского совета. Я участвую в механизме принятия решения, я являюсь президентом по нашей партнерской программе, также сертифицированный тренер мастер-профи и ведущий игры «Гений финансов», также я член ассоциации «Генералы мира за мир», и у меня есть опыт, 15-летний опыт в продажах и маркетингу. Я частный инвестор, я начал заниматься этим, когда был еще очень молод, и потерял, должен признать, довольно серьезные суммы денег, пока не научился уму-разуму. Также я международный спикер. Так, ребята, давайте перейдем к следующим слайдам. К сожалению, я их не могу переключать, а то бы уже это сделал. Так, ладно, хорошо, здорово. Итак, давайте повторим, что мы обсуждали вчера. Надеюсь, мы уже сегодня послушали обратную связь тех людей, которые уже занимались этими упражнениями, делали эти задания. Здорово. Естественно, необходимо практиковать приглашение на рандеву. Поставьте плюсик в чат, если вы сели и записали для себя 10 квалификационных вопросов и 10 переворотных вопросов. Поставьте плюсик, если вы действительно это сделали. Есть причина, почему я вас спрашиваю. Так, я вижу, в русском чате ставят много плюсиков. Так, жду остальные чаты. Здорово. Ребят, давайте, хорошо, живенько. Так, ребят, вот магия, о которой хочу вам рассказать. Я знаю, что многие из вас говорят, дайте нам какой-то волшебный источник, волшебный способ. Мы можем вам дать инструменты и стратегии, ребята. Вот те задания, упражнения, которые мы делали на прошлой сессии, и я вам скажу, что самый лучший инструмент – это сочинение. Итак, ваша задача была записать 10 квалификационных и переворотных вопросов, и они вам очень сильно помогут, поскольку вы сами формулируете ваши вопросы. Если вам кто-то будет помогать и потом перепроверит их, это здорово. Может, он подскажет, что-нибудь, отдельный совет вам дадут. Но если вы сами их прописали, они будут намного более мощными для вас, чем если бы кто-то вам их просто сказал. Вы их запомните. Вместо того, чтобы вам кто-то сказал, вот запомни вот эти вопросы и все. Когда вы сами их прописываете, вы перечитываете их, вы их исправляете, они для вас приобретают смысл. Это очень важно. Давайте представьте себе ролевую игру, да, где у вас сценарий, и вы задаете вопросы этим людям. И на любом мероприятии мастер-профи мы всегда говорим людям сделать отчетность своего дня. Понимаете, пригласите кого-нибудь, позвоните кого-нибудь и попрактикуйте на них эти вопросы. И вы будете все лучше и лучше. У вас это будет получаться все лучше и лучше. Ребята, давайте перейдем уже к теоретической части, когда нам отказывают, да, возражения. Так, мы уже прошли этот слайд. Давайте следующий. Давайте быстрее. Так, вот. Следующий. И еще один. Вот, этот слайд. Здорово. Так, остановитесь, пожалуйста, здесь, да. Итак, ребята, что нам необходимо понять о том, как справиться с возражениями? Это своего рода круг согласия. Во-первых, что нам необходимо сделать? Нам надо послушать человека. У нас есть 2 уха и 1 рот. То есть, поэтому необходимо пропорционально действовать. Мы должны в 2 раза больше слушать, чем говорить. Вы больше учитесь, когда слушаете людей. И когда вы задаете квалификационные вопросы, которые вы вчера прописали, если вы им зададите правильно этот вопрос и в правильной последовательности, они вам скажут уже все, что вам необходимо знать, чтобы им совершить покупку. Они сами вам скажут, зачем им он надо. Вы должны слушать и делать умственные пометки. Может, даже не прописывать, а в голове отмечать это. Возможно, для начала вам необходимо будет прописывать это, да, если сразу не получается. Так вот, когда вы получаете возражение, и позвольте вам сказать, всегда люди будут возражать вам. И как раз будут возражать по поводу того, чего вы больше всего боитесь. Ну, давайте приведу пример. Представьте,
если вы физически или умственно подготовлены к ответу на определенный вопрос или на определенное возражение, тогда я уверяю вас, именно этот вопрос вам и зададут, если вы будете мысленно к нему готовы. Поэтому вы должны подготовиться заранее, проработать все возражения возможные заранее, проработать все возможные вопросы заранее. Вот почему я вам говорю, что необходимо пройти эту ролевую игру, проработать эти вопросы. Так вот, когда вам кто-то возражает, первое, что вы должны сделать, согласиться. Скажите, да-да, я понимаю. То есть вы должны почувствовать, прочувствовать, и я объясню. Значит, вы соглашаетесь, а затем проводите перепроверку. Что я имею в виду? Попросите их перефразировать, чтобы убедиться, что вы правильно поняли. Например, у меня нет времени, у меня нет денег, да, вот люди это, у меня нет времени, чтобы посвятить этому бизнесу. Ну, да, вы говорите, да, у меня тоже такая ситуация была. У меня тоже не было времени, и мне было очень сложно найти времени. То есть, что получается? Что именно время вам не дает действовать. И вы подтверждаете, что действительно время — это ценный ресурс. Вы говорите, да, я понимаю вас, я понимаю, как вы чувствуете. Что вы чувствуете? У меня тоже была такая ситуация в прошлом, пока не произошло А, Б, В. Да, вы можете что-то вспомнить. То есть вы проводите перепроверку, вы говорите, что действительно время — ценный ресурс. Для всех он так. Так вот, вы говорите потом, но я обнаружил, это второй ваш этап, и вы даете свой ответ. То есть, а вот что я обнаружил, что я понял, и вы говорите, что если я уделяю определенное количество времени, там, каждую неделю, каждый день, когда я определяюсь с приоритетами, что я хочу сделать, я обнаружил, я понял, что я могу посвятить там полчаса в день или полчаса в неделю, ну, какое бы там ни было время. И теперь мы возвращаемся назад к первоначальному вопросу. Например, если они говорят «да», здорово, все, можете продвигаться к следующему вопросу. Если они все еще говорят «нет», копните глубже. И как это сделать? Просто задавайте еще вопросы. Например, это как вот что-то вы прописываете, да? Задавайте вопросы и фиксируйте это в голове. Например, помните, мы говорили прочувствовать, почувствовать и что вы поняли, что вы обнаружили. Так, почувствовать, прочувствовать, обнаружить. Все. На английском это 3F. И что? Вы потом говорите. И не обязательно даже себя говорить, что вы что-то поняли. Можете сказать, что знакомый или еще кто-то. И вы говорите, ответил ли я на ваш вопрос? Если они говорят нет, тогда продолжайте. Все зависит от вопросов, которых вы задаете. Чем качественнее ваши вопросы, тем лучше вы получите ответ. Это и есть круг согласия. Все очень просто здесь. Это очень простой процесс. И вы можете достичь совершенства, если вы их пропишете заранее, квалификационные вопросы и переворотные вопросы. И подумать, сразу представить себе стандартное возражение. Возражений может быть куча. И все они будут сводиться к двум вещам. Времени и деньгам. Еще есть третий момент – доверие. То есть доверие, время и деньги. И, как правило, если люди ставят это приоритетной задачей, то они находят и время, и деньги. Как правило, никогда на самом деле первопричиной не является время и деньги. Потому что если вам действительно это приоритетно, вы найдете и время, и деньги. Поэтому, если мы исключим время и деньги, это доверие. Если люди вам доверяют, они будут вести с вами бизнес. Если нет, поэтому вы должны продумать, какие у вас возражения заранее. И задайте себе вопрос, а как бы я ответил на это возражение? То есть вы сами себя обучаете, как это сделать. Никто вам не даст какую-то панацею, универсальное средство, как это сделать. Для каждого человека это индивидуально. Но вы должны прослушать человека, согласиться,
перепроверку осуществить, дать свой ответ, а затем узнать, удовлетворен ли человек ответом. Если да, продолжаем, если нет, возвращаетесь на ваш круг согласия. Давайте к следующему слайду. Подождите, еще рано. Давайте максимум 4 возражения за беседу. Что это означает? Это означает следующее. Если вы получаете 4 возражения, они спросили, вы дали ответ, они еще раз задали или возразили, еще раз и еще раз возразили. 4 возражения. Что в этот момент необходимо сделать? Вы останавливаетесь. И этому я научился много лет назад. С вами всегда должен быть блокнот. И просто вверху напишите возражения. Вопросы. Или вопросы. Ладно, не надо возражения, напишите вопросы. И говорите так. Может, есть что-то еще, что не даст вам сделать решение сегодня? Можете вот так вот и написать. Есть ли что-то еще, что не даст вам сделать решение, принять решение сегодня? Итак, что-то есть такое, что не даст вам принять решение сегодня. И пропишите все это. Если мы можем ответить на все эти вопросы за вас и сделать предположение, что они что-то будут делать. Вы все прописали, все вопросы прописали, и говорите, здорово. Вот на какие вопросы необходимо ответить. И вы должны добиться их согласия. Как только вы добились их согласия, вы говорите, здорово. Если вы пройдете по вопросам, ответите на их всех, и ответите на них удовлетворительно, и вы хотите пойти дальше, правильно? Это у вас предположение. И вы головой им кивните. Это уже будет подсознательный сигнал. И если они видят, что вы согласны, они подсознательно начинают соглашаться с вами. Раз человек отвечает положительно на какие-то вопросы, то он будет уже предрасположен отвечать положительно и на остальные ваши вопросы. Представим, что вам кто-то задал вопрос, вы можете сказать, хороший вопрос. Я рад, что вы его задали. Вот вчера, когда Андрей Федорович у нас сессию проводил, там очень здорово было. И всегда используйте союз «и», а не «но», а не «но». Но, союз «но», он перечеркивает все, что вы говорили до этого. Если вы говорите, да, я понимаю, что вы говорите, но, получается, все, что дано, не имеет значения. Вы перечеркиваете это. Вместо этого скажите «и». Например, я понимаю, что вы говорите «и знаете», а не «но». Потому что «но» — это отрицание всего, что было сказано до этого, перечеркивание всего, что было сказано до этого. И всегда говорите «классный вопрос, я рад, что вы его задали». И они уже почувствуют себя лучше. Да и вы сами себя получите лучше. Вы сразу почувствуете уровень вибраций, уровень энергетики, он повысится. Я надеюсь, что вы записали то, что я сказал, или то, что было на слайде. Или, может, вы скриншоты делаете. Ребята, перейдем к следующему слайду. Я смотрю сейчас на время. Что мы сейчас сделаем? Вы разобьетесь на свои группы. Если вы еще не поделились на группы, свяжитесь с Юлей уже сегодня. Обязательно. Нет, я не из Австралии, я из Новой Зеландии. Да, у нас произношение довольно похожее. Ребята, вы должны попрактиковаться с обработкой изображения. Если у вас кто-то есть, да, человек, с которым вы можете поработать, свяжитесь по телефону и попрактикуйте это с ним или с ней. Так, ребят, смотрите, очень часто я вижу это на тренингах. Не обязательно быть надменными или слишком не настойчивыми, а упорными. Поскольку это людей может немного отталкивать. Просто покажите, что вы уверены. Да, некоторых сложнее убедить, и необходимо проявить большую настойчивость, но без излишнего упорства, без нахальства. Итак, это была теория. Так, у нас тут очень немного времени осталось, поэтому снова приглашу Драгоша Стенчу. Он поговорит
о следующей части нашей сессии. Драгош, ты еще здесь, друг? Да-да, конечно, я здесь. Драгош, наверное, тебе чай делает. А вот и он. Хотя в Италии, наверное, кофе скорее более популярный, чем чай. Спасибо большое, Эндрю. Драгош, ты здесь? Хорошо, тогда оставляю вас на попечение Драгоша. Скоро увидимся. Еще раз спасибо, Эндрю, за твою лекцию. Это очень важный урок и имеет огромную ценность для всех нас. Особенно, что касается практической части и именно того поведения, которое мы должны взять за правило. Давайте перейдем к следующему слайду. Я думаю, что во время тренингов, образовательных тренингов, очень часто бывает, что мы выходим за рамки, но нам не хватает времени, чтобы передать все как бы основные важные вещи, потому что мы стараемся все время спешить, чтобы передать максимум информации. Но я считаю, чтобы передать важную информацию, ценную информацию, нужно посвятить этому достаточное количество времени. Особенно новым людям, которые с нами познакомились и начинают свой путь именно с марафона, начинают свои первые шаги, первую практику. Поэтому, пожалуйста, поставьте плюс, если вы со мной согласны, что все вещи такие нужно все-таки проговаривать очень детально, несмотря на то, что мы, например, займем на 10 минут больше вашего времени. Если вы с этим согласны, поставьте, пожалуйста, плюс. Отлично, я вижу очень много плюсов, поэтому идем вперед. Это очень важная часть нашего занятия. Нам нужно провести ролевую игру, которая называется «Договориться о встрече». Итак, мне нужно два желающих, говорящих на одном языке, которые должны проиграть эту роль, пригласить на встречу один другого. Потому что нужно действительно попробовать применить на практике все те слова, которые говорил Эндрю. И также очень важно получить ответ «да». И не забываем о том, что нужно показать, насколько важен наш проект, рассказать о миссии человеку, который находится перед нами. Вы помните, что я вам сказал вчера, когда я повстречался с Хэри? Я хотел ему рассказать о нашем проекте, насколько он важен, и он понял эту ценность, и таким образом он принял этот проект, и на сегодняшний день он является директором в Индии. Таким образом, и вы можете действовать. Поэтому ваше взаимодействие во время встречи – это просто одна из основ вашего успеха. Будьте обязательно честны и искренни. И также не пытайтесь заставить человека, убедить его насильно. И вы должны донести ему и показать эту ценность, наше сокровище. Поэтому, пожалуйста, я попрошу сейчас двух желающих, двух добровольцев, которые говорят на одном и том же языке. Я вижу Лаурис. Лаурис, я знаю, говорит на английском и на русском. Поэтому
Можем взять кого-то из английского чата, либо из русского. Давайте посмотрим, кто есть. Ищем пару, Лаурис. Лаурис, приветствую тебя. Привет. Я также заметил, что энергия, которая находится в странах СНГ, бывшего Советского Союза, действительно очень сильная, потому что участники нашего марафона постоянно хотят участвовать, всегда поднимают руку в русском чате. Я действительно очень рад за это. Вот так нужно действовать. И таким образом вы действительно приносите ценность в нашу компанию. Спасибо большое. Вы готовы? Да. Да, всегда готовы. Александр, ты мне будешь, да, получается, приглашать меня? Можем и ты сперва меня, а потом я тебя могу. Давай я начну тогда, хорошо. Да, Все, теперь тогда можете начинать. Без проблем. Алло, приветствую тебя. Алло, Алло, да? это Лаурис? Да, конечно, Лаурис. Отлично. Ни от чего не отвлекаю. А кто мне звонит? Это Александр Макаров. Помнишь, на конференции с тобой встретились по бизнесу? Ну да. Как поживаешь, Макар? Да, отлично, все прекрасно. Как у тебя вообще дела? Чем ты занимаешься? Ну, нормально, работаю, как все нормальные люди. Понял тебя. Слушай, Лаурис, я тебе по делу звоню. Угу, слушаю. Долго это займет? Да я думаю, минут 2-3. Давай, да. Угу. Скажи, пожалуйста, будь так добр, вот среди твоих знакомых людей есть такие люди, которым интересно было бы серьезных денег заработать? Ну, по-моему, все хотят деньги заработать. Здорово. Лаурис, а можешь поделиться такими контактами? Ну, я не знаю, да, что ты предлагаешь? Ну, я не могу просто так взять людей контакты и дать. Я понял. Слушай, ну давай тогда мы с тобой договоримся о встрече, я тебе все вкратце расскажу. Где-то встреча, Так, где-то в двух словах скажи, что вообще, ну, чтобы я понимал, зачем мне тратить время и зачем нам встречаться. Ты же понимаешь, я занятой человек, и ты также сам, я понимаю, занимаешься чем-то, правильно? Угу, я тебя понял. Лаурис, ну вопрос тут ты, думаю, услышал, вопрос касаемо серьезных денег. Вот, поэтому вот и там как раз на встрече где-то за 15-20 минут я тебе все конкретно расскажу, что и как. Тебе когда удобнее будет? Сегодня, завтра? Смотри, ну, я не могу просто тратить свое время на какое-то, что за деньги, что ты имеешь в виду? Большие деньги, воровать я не пойду. Я понял тебя. Смотри, я, конечно, тебя не призываю воровать мы идти, да, мы не будем какими незаконными вещами заниматься. Все в рамках закона, и все будет честно и правильно. Вопрос стоит такой, то что мы с тобой как раз-таки на встрече с тобой, я тебе все по полочкам расскажу, и ты поймешь, что это классная тема, и твоим знакомым это понравится. Но так как я знаю, что мы встречались на бизнес-тренинге, ну ладно, я уделю. Ну вообще я очень-очень занятой человек. Хорошо, Отлично. договорились. Отлично. Скажи, пожалуйста, смотри, завтра тебе с 5 до 7 будет удобно встретиться или послезавтра в первой половине дня, ну, где-то с 10 до 12? Ну, мне вообще удобно в обед, потому что я вот как раз вот после офиса иду на обед, и у меня есть по полчаса окно. Ну, прекрасно. Ну, смотри, давай, у тебя обед во сколько? Ну, в 2:30. 2:30, замечательно. Смотри, вот, ну, тогда в 2:32 я готов с тобой созвониться. Хорошо, договорились. Здорово. Давай тогда в зуме до завтра. Хорошо, теперь давай я тогда. Да, Драгуш, Да. у нас есть время? Мы можем еще с другой стороны попробовать? Драгуш, можем?
сейчас. Я бы с удовольствием вам разрешила этого сделать, но мы должны идти дальше по программе. Я благодарю за ваш как бы диалог. Пишут, давайте, пусть продолжается. Я быстро, Драгош, давай, я много занимать не буду. Подожди. Да? Супер. Александр, мы тоже встречались на... давай будем так... Единственное, мне нравится, что вам нравится так взаимодействовать. Ну, хорошо, мы задержимся на 15 минут, но я вас очень попросил бы более конкретный и очень быстрый пример, чтобы не растягивать. Таким образом, чтобы люди поняли сразу ту ценность, которую вы хотите привнести. Спасибо большое. Можете начинать. Давай так же самое встретились на тренинге. Давай. Алло, Александр? Да, алло, да. Лаурис, приветствую тебя. Ну вот, оказывается, ты записал мое имя. Конечно. У тебя есть время? Они говорят, что... Эндрю говорит, что, ребят, совсем не осталось времени, и Драгош как бы хотел дипломатично вам сказать, что нет на это времени, и все-таки вот так, да, понимаете, уже времени совсем не осталось. Хорошо, нет проблем. Тогда, может, Ребят, извините. Ну, ребят, извините, что так получилось. Просто действительно у нас очень мало времени. Мы хотим, чтобы вы возвращались каждый раз на наши сессии. Мы не хотим, чтобы это слишком сильно затягивались. Мы уважаем время всех вас. Ребята, поставьте плюсик, если мы действительно уважаем время друг друга. Здорово. Тогда переходим к следующей теме. А следующая тема – это подведение итогов, а именно выдача домашнего задания. Ребята, поставьте плюсики, дайте какую-то реакцию, если вы с волнением ждете следующего вашего домашнего задания. Все очень просто, ребят. Практика и еще раз практика. Практикуйте приглашение на рандеву, на встречу. Практикуйте в своих группах. Если вы все еще не нашли себе группу, ищите себе группу. Помните, мы говорили, что группы должны быть по 4 или 6 человек, чтобы вы могли разбиваться на пары. Соединитесь через Zoom, через Skype, через любой мессенджер и практикуйтесь. Именно так вы станете профессионалами и освоите это искусство. Если вам надо сценарий, пропишите себе сценарий. Никто за вас это не сделает. Это должно естественно идти от вас. То, что вы сказали бы. Должен признать, что когда я только начал заниматься продажами, я действовал по сценарию. Но я потом настолько его выучил, что мне потом он больше не нужен был, этот сценарий. Что-то я изменил, что-то выбросил из него. Но если вам нужен сценарий, сами его напишите. Но даже... Может быть, не прописывайте сценарий, а заучите вопросы, которые вы должны спрашивать. И вы всегда сможете к ним возвращаться. И ваш разговор он будет течь естественным образом. И если вы когда-нибудь звонили в колл-центр, да, и что-то задаете им какой-то вопрос, который не по их сценарию, это выбивает их с колеи, они не знают, что ответить. Поэтому... Не надо действовать по сценарию, строго по сценарию. Заучите свои вопросы и всегда сможете на их полагаться. Практикуйтесь и еще раз практикуйтесь приглашать людей на рандеву в своих группах. Ребята, это конец нашей 5-й сессии. Ребята, вы поставьте 10, если вы действительно извлекаете большую пользу из этого марафона. Так, я вижу в английском чатике 10, в русском чате 10. Ребята, 100 кто-то поставил. Здорово. Ребят, вы все великолепны, позвольте вам сказать. Вы сейчас делаете что-то сверх нормы. Вы делаете этот дополнительный шаг, как ему делают все чемпионы. Вы пробегаете этот дополнительный километр. И уже только благодаря этим действиям вы уже получите огромные результаты. Продолжайте двигаться вперед.
Если у вас трудности, вопросы, задавайте их в группе Фейсбука, в чатах. Ребята, вот вам совет. Верьте в себя, поскольку вы великолепны. Итак, у нас еще одна сессия будет через примерно 7 часов. Вечерняя сессия. Можем встретиться и там. А ребята из Новой Зеландии, из Австралии увидимся завтра в 10 по Москве. Ребята, хорошего вам дня, хорошей ночи. Люблю вас всех. Берегите себя.